Привет, друзья! Бренд Tecno уже достаточно давно поставляет в Россию хорошие смартфоны среднего ценового сегмента с гармоничными характеристиками. Недавно я делал обзор на их не менее приятный смартфон Tecno Spark 9 Pro. Цена-качество, как мы любим и ценим. Поэтому и герой нашего сегодняшнего обзора, смартфон Tecno POVO 4, определенно заслуживает внимания. Мощный аккумулятор на 6000 мАч, огромный экран с актуальной частотой в 90 Гц, шустрая начинка, и все это за вменяемые деньги в ближайшем магазине. Не нужно нигде заказывать и ждать месяц. Кроме того, смартфон оснащен NFC, так что можно пользоваться бесконтактной оплатой через MirPay. Но давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Для начала скажу, что компания Tecno входит в десятку крупнейших производителей смартфонов и создает продукты с хорошими характеристиками по доступным ценам, что напрямую влияет на их популярность в самых разных странах от Индии до России. Основная фишка бренда – выжимать максимум характеристик из ценового диапазона. Нравится. Tecno POVO 4 поставляется в серебристой текстурированной коробке. Большое спасибо за то, что на комплектации не стали экономить. В наборе присутствует защитная пленка, есть качественный прозрачный чехол с текстурой, провод USB-C и адаптер питания на 18 Вт. Рамка смартфона выполнена из металла, а корпус из пластика под названием синий криолит. У меня довольно мужской цвет. Еще в продаже есть цвета серый уранолит и оранжевая магма. Задняя панель матовая, отпечатки пальцев на ней не видны, сама текстура приятно переливается. Смартфон при своих габаритах и несмотря на большой аккумулятор в 6000 мАч тонкий и приятно лежит в руке. На верхнем торце ничего нет, разговорный динамик служит в качестве стереопары при просмотре фильмов, а фильмы за счет большой диагонали смотреть на нем одно удовольствие. Стереодинамики выдают громкий звук без посторонних хрипов. Их слышно даже из внутреннего кармана куртки, так что уведомления и звонки точно не пропустишь. На нижнем торце слева направо разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников, микрофон, порт USB-C и решетка основного динамика. Смартфон оснащен 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Но если вам и этого не хватит, то в верхней части левой грани размещен комбинированный слот. Один для двух сим-карт формата Nano и отдельный слот для карты памяти microSD емкостью до 256 гигабайт. Все физические органы управления производитель разместил на правой грани. Здесь кнопки регулировки громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальца, который очень шустро срабатывает. Передняя сторона девайса встречает пользователя большим HD+ экраном диагональю 6,82 дюйма, разрешением 1640 на 720 точек и частотой 90 Гц. Экран очень четкий, 263 ppi, отдельных пикселей не видно. Настройки устройства позволяют устанавливать вручную параметры обновления 90 или 60 Гц. Также имеется автоматическая опция, она изменяет частоту в зависимости от использования гаджета. Экраном с частотой 90 Гц пользоваться приятнее. Картинка плавнее в интерфейсе и в приложениях. Ее я и оставил. Матрица экрана IPS, так что под углом изображения меняется, но не критично. Зато параметр яркости достигает 480 нит, а это вполне комфортный уровень для отображения картинки под яркими лучами солнца. Фронтальная камера в верхней части экрана в виде небольшой точки на 8 мегапикселей. И что редкость, для качественных селфи производитель разместил наверху экрана светодиодную вспышку. Решение в виде точки или капли на любителя. Мне нравится и так, и так. У компании Tecno есть варианты смартфонов и с точкой, и с каплей. Сзади есть двойная камера, где основной является 50-мегапиксельный модуль со светосилой f1.6 и один вспомогательный модуль с разрешением на 2 мегапикселя. При естественном дневном освещении и без зума фото получаются достаточно четкими и детализированными. Смартфон также снимает видеоролики в максимальном разрешении 2К с частотой 30 кадров в секунду. Внутри смартфона установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, который состоит из двух Cortex A76 с частотой 2,2 ГГц и 6 Cortex A55 с частотой 2 ГГц. За графику отвечает отдельный процессор Mali G57. Этот смартфон подходит для любых
любых задач. В том числе он ориентирован и для геймеров. В нем присутствует графитовая система для эффективного охлаждения процессора. Есть игровой режим. В смартфоне установлен фирменный движок Power Engine 2.0. Если запускать, например, PUBG через него, то мощности процессора оптимизируются под игру, позволяя получить стабильную частоту кадров для игры с максимальным комфортом, причем до 13 часов непрерывно, по заверениям производителя. Кстати, про автономность. Комплектная зарядка на 18 Вт заряжает смартфон с 0 до 100% примерно за 170 минут. 20 минут зарядки заряжает гаджет до 20%, 50 минут до 50%. Из коробки Tecno Power 4 работает на Android 12 с оболочкой iOS 12. Визуально она уже стала визитной карточкой бренда. У нее приятное оформление, которое напоминает смесь iOS и EMUI. Интерфейс работает быстро и без подлагиваний. Скроллинг по списку установленных приложений и по параметрам меню очень плавный, учитывая 90 Гц. Все графические элементы оболочки хорошо проработаны и сочетаются друг с другом. При желании можно выбрать и поменять интерфейс с меню и иконки в настройках телефона. Выбор для этого большой. Tecno Power 4 действительно стоит своих денег, учитывая, что вы получаете большой экран, внушительный аккумулятор, адаптацию под ресурсоемкие игры, быструю зарядку и стереозвук. В целом получилось достойное устройство на максималках в своей категории. Также на рынок выходит модель Pro. Отличается она AMOLED-экраном, каплевидным вырезом, зарядкой на 45 Вт в комплекте и чуть навороченней вибромотором. Напишите в комментариях, как относитесь к компании Tecno и их смартфонам. Все самые интересные ссылки оставлю в описании под роликом. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.